Такие маркетинговые кампании, они не могут быть измерены деньгами или же словами благодарности, они бесценны. Ребята на все стулья сели и чувствуют себя комфортно. Задержаться на работе, да я всегда готов. Танжирс, Альфакер, Хукаин. Как большая компания, как лидер на рынке мог допустить такое? Не знаю даже, что сказать. Это провал, ребят. Что мы знаем о Германии? Да, там есть Мерседес, отличные дороги, Рамштайн оттуда, люди там трудяги, пиво неплохое. Но что касается кальянной индустрии, все находится немного под завесой. Для многих это все еще тот старый Милано, те очень оверпрайснутые некачественные кальяны, да и вообще люди, которые не знают, как правильно работать с кальяном. И знаете, сегодняшний выпуск будет по-своему особенный. Во-первых, потому что у нас на столе практически никогда не было немецких продуктов, а если и были, то это попадались зачастую небольшие компании. Сегодня же у нас один из самых крупных, самых сильных игроков, мастодонт кальянного рынка Германии, компания Хукаин, у которой огромное количество направлений. Мы будем говорить о их самой популярной легкой линейке, то, с чего все начиналось. Разберем, почему рынок Германии такой и почему наше представление о нем немного искажено. Поэтому, как всегда, заваривайте себе вкусный чай, забивайте чашечку, ставьте уголь. Повторяйте пример за мной, можете цапнуть себе чего-нибудь похавать, так как ролик будет довольно интересный. Ну а мы начинаем. Давайте начнем с базовой информации о компании Хукаин. Хотя нет, не так. Давайте начнем этот ролик немного с другого. Для меня, именно для меня, он особенный. Потому что самый первый выпуск, который вышел на этом канале, еще в 2018 году, в начале 2018 года, он был на немецкий продукт 7 Days. Вот как-то так совпали карты, что через уже 5 лет практически мы снимаем выпуск на продукт Хукаин, на мастодонта. Да, и когда я говорю о большой компании, это имеется в виду как раз таки огромная компания, у которых продажи по несколько десятков тонн в месяц, именно совокупные всех их продуктов. Компания Хукаин на рынке уже не первый год. Начинали они просто с легкого табака, далее подключилось все. У них на текущий момент легкий продукт Хукаин. Это Вирджиния, и как бы это ни было парадоксально, это немецкая Вирджиния и немецкие аромки, так как Германия полмира снабжает своими ароматизаторами. Далее у них есть Blaze, это крепкий продукт, классный крепкий продукт на основе Берли, что для меня было удивлением, так как в Европе крепость, да, есть, и да, это клево. Вот, у меня здесь стоит одна банка, я думаю, мы уже чуть попозже снимем обзор на этот продукт. Идем дальше. У них есть просто база. Она таки называется, кстати, база. Это обычная безаромка. У них есть еще Foggy Life. Это специальные уже готовые аромки, которые добавляются в базу. И у них есть еще чаши, вот одна, вот вторая, есть еще другие. У них есть огромное количество мерча. Это тапки, тапки. Просто тапки. Тапки, футболки, кепки, свитшоты. Я не знаю, даже у них все, у них шорты есть плавательные, чтобы вы понимали. У меня есть плавательные шорты от компании Хукаин. Носки, куча всего. У них есть поды. Причем огромные разновидности, разные, которые дымят, не дымят. Вот это мне не совсем понятно, так как я против... Не против подов как системы в целом, потому что я прекрасно понимаю, что альтернативные источники доставки никотина в организм, они необходимы и, возможно, за ними будущее. Но связывать это с кальянной индустрией, переплетать, все это выносить на фестивали, вот я против этого конкретно. Кажется, все перечислил. Уголь, у них еще уголь есть свой. В общем, эти ребята охватили все. Вот все, что есть в кальянной индустрии, они не производят кальяны, но они коллаборируются с разными кальянными производителями, и у них есть свои коллаборационные кальяны, у них даже есть коллаборационные регуляторы жара, чашки коллаборационные. В общем, все, ребята на все стулья сели и чувствуют себя комфортно. И при этом делают очень хорошие
давайте так, неплохие, местами качественные, местами некачественные продукты. Так, давайте вернемся к продукту. О компании, о их подходе, маркетинге мы поговорим немного позже. Что у нас здесь? Virginia Gold, немецкие ромки, максимально легкий продукт, палитра состоит более чем из 20 вкусов. Кажется, 24 на текущий момент, и это почти все миксы. Вот нет соло-вкусов, как-то не приживаются они, и не только в Германии, а по сути во всей Европе. Ну, не любят ребята миксовать, заморачиваться, хотя здесь есть бустер кислости, и некоторые вкусы можно отлично брать как какие-то напиточные основы. Вот, например, у них есть фанта, бомбовый вкус. Но в целом это миксы. Фруктовые, кондитерские, напиточные. Скажу сразу, кондитерку я не пробовал, потому что летом дикая жара и некомфортно ее курить, поэтому попробовал все, кроме кондитерки. Кондитерку пробовал на шишемессе, поэтому можно сказать, что знаком я со всей палитрой почти. Фасовка. На текущий момент это банки в 50 грамм, есть еще 200 и есть килограммовые. Ценник я выведу здесь. Я не знаю, как скажется на этот продукт в будущем недавно принятый закон в Германии, что нужно будет выпускать все только в 25-граммовых банках. Найдут какие-то лазейки или, возможно, внесут какие-то поправки, я не знаю. Та информация, которая есть на текущий момент, все фасовки еще продаются, так как производство у ребят огромное и делают они запас наперед на несколько месяцев. Поэтому будем ждать и смотреть. Идем далее. У продукта средняя нарезка. Пропитка сиропом, я бы так сказал, чуть выше среднего, но тем не менее работать с ним удобно. Пушится он великолепно, отлично подходит как для глазурированных чаш, так и для классической молоченой глины. Но вот чего я не совсем понимаю, так это почему его рекомендуют забивать на фанелах. Практически все продукты забиваются на фанелах, неважно, они легкие, средние, возможно крепкие. Фанелы, они настолько популярны в Европе, что турок ты практически нигде не встретишь. А если и встретишь, то это не европейские, а либо украинские чаши, либо каких-то других недостран. Принцип понятен. Европейцы любят получать больше яркости, насыщенность вкуса, а не крепость. Но легкий продукт забивать на фанеле, да, ты же ничего не почувствуешь. Вот я не знаю, то ли это потому, что у нас уже есть какое-то сформированное видение нашим украинским кальянным рынком, то ли это лично мое. Но мне кажется, что фанел это как раз таки про крепкие табаки. Здесь, например, у меня фанел, 3 угля, я не чувствую крепости, я чувствую вкус, и на этом все. И таких чаш можно скурить, наверное, 10, а может даже и больше. И все равно насыщения никотином не будет. Это кардинальная разница наших рынков. Но вернемся к продукту. В касание заходит неплохо. У меня, кстати, здесь небольшое касание. Восстанавливается после перегрева, что, кстати, не свойственно многим другим европейским продуктам. И что еще раз говорит нам о том, что очень щепетильный подход немцев и помог им сделать табак, который, наверное, выбился в лидеры. Понятное дело, что табак табаком, играет в основном свою роль маркетинг, потому что если бы не маркетинг, не продавались бы кроссовки Nike, или все бы не любили технику Apple, да и так далее. Можно кучу привести разных примеров. Единственный, наверное, кальянный продукт в мире, которому маркетинг не нужен, это Tangiers. И Альфакер так думал, но даже они сломались и с 2020 года начали делать какие-то выездные мероприятия, коллаборации, и общение с блогерами и вот это вот все. Потому что рынок диктует свои условия. Немного так отдалились уже от продукта, перешли на маркетинг, поэтому давайте сразу его затронем. Коль мы говорим о фанелах, о их популярности, я не могу не обратить внимание на эту чашу. Компания Hookah Inn одна из первых выпустила чашу в поддержку Украины после нападения России 24 февраля
Точнее, после начала полномасштабной войны. Напали-то на нас еще в 2014 году. Здесь у нас теснение разных компаний, которые приняли участие в этой коллаборации. Производится это все на мощностях Hukain, но, я так понял, при поддержке многих других блогеров и компаний. Часть денег с продаж этой чаши они перечисляют в Украину. Я хочу сказать вам за это огромное спасибо. Такие маркетинговые компании, они не могут быть измерены деньгами или же словами благодарности, они бесценны. Именно поэтому эта чаша у меня до сих пор стоит с Шишимацу уже больше месяца, и я на ней не курю, потому что это своего рода символ поддержки. Окей, возвращаемся к маркетингу. Для того, чтобы сделать свой продукт популярным, тебе недостаточно просто выпустить хороший табак. Да, Hukain как раз такими и является. Это хороший, легкий продукт, у которого есть все, что нужно для обычного потребителя. Хорошая палитра вкусов, бустер кислости, некоторые интересные, цитрусовые, ягодные, кондитерка и так далее. Вариативность. Но что сделать для того, чтобы его покупали? В мире есть огромное количество кейсов, ничего не нужно выдумывать. И как раз таки, зная немцев, есть всего одно правило, которое сможет сделать твой продукт популярным и востребованным. Нужно работать. Нужно просто вкалывать постоянно, день и ночь. И тогда все получится. Когда я говорил, что они охватили все ниши, которые есть, это один из примеров. Потому что они захотели, чтобы о них знали везде. Далее они сделали все, что делают другие компании. Набрали себе крутых амбассадоров. Начали делать постоянные выезды со своей продукцией. И еще до того момента, как компании из других стран, нам известных и недружелюбных, начали делать туры со своей компанией, 1-2-недельные вместе с блогерами, Hukain это делали уже давно. И делали не просто так. Они создали свои специальные Hukain фургоны. Да, есть такой прокачанный фургон Hukain, с которым они колесят по Европе. На футболке Blaze у меня, кстати, с обратной стороны вот такенный вот список их тура 21 или 20 года, где порядка 30 разных городов. Такое они делают каждый год. И ты такой думаешь, вау, это круто. Но это все лежит на поверхности. Сделать крутую, интересную рекламу с людьми не из кальянной сферы, пожалуйста. И делали они это уже давно. Выпустить кучу интересных постеров, да, пожалуйста. Сделать все настолько красиво и подать картинку, чтобы твой продукт захотели покупать, держи. И еще куча других примеров. И все это как раз таки про Hukain. Они берут уже готовые кейсы, которые есть, и работают. Работают, не покладая рук. Ни разу я не видел за то время, как пристально слежу за ними, чтобы хоть раз они выпали на несколько дней и сказали: ой, сорян, там проблемы на производстве или еще что-то, ой, мы блог не можем вести, там у нас как бы не сложилось. Нет, это непозволительная роскошь. И не только для лидера рынка, а в целом для Германии. Потому что поработать на 3 часа больше вместо своего классического дневного графика, пожалуйста, без проблем. Задержаться на работе, да я всегда готов. Потому что вот такие они. Вот внутри у них это заложено. И как раз таки благодаря этому они и смогли подняться за последние 70 лет с разрушенной страны полностью в ноль практически в одну из самых сильных экономик мира. Вот Hukain это отличный пример классического немецкого продукта. Но не придраться невозможно. Нет в мире таких компаний, у которых все идеально. Некоторые аспекты кажутся какими-то странными конкретно мне, а некоторые вообще на голову не налазят, и ты думаешь, как большая компания, как лидер на рынке мог допустить такое. Вот если мы посмотрим на палитру вкусов, да, вроде бы все неплохо, нормальные стандартные вкусы для обычной рядовой компании. Вот, кстати, сейчас список всей палитры вкусов будет выведен здесь. Но вот
где что-то интересное? Вы на рынке не 2, не 3 года, не 4, чтобы говорить, да, мы экспериментируем тут как бы. Где конкретно что-то новое? Ведь большие компании, лидеры рынка, они должны удерживать свое первенство как раз таки за счет выпуска новых интересных вкусов. За счет того, что они постоянно будут радовать свою аудиторию, ну или по крайней мере выдерживать эту интригу. Apple хоть уже давно не выпускает ничего нового, просто апгрейдит старое, но тем не менее каждый год люди ждут. Да, и в этом году, скорее всего, опять будет какая-то лажа, но тем не менее. Но давайте вопрос палитры оставим для немецкого и европейского рынка, для их потребителей и их целевой аудитории. Но вот вопрос банки, это вообще ни в какие ворота. Вот, white cake. Не добрался я еще до кондитерки с этой жарой. Есть пломба. Но самая большая проблема в том, что здесь нет язычка. Немцы, у которых есть великолепные мерседесы, просто супер развита фармацевтика, они выпускают огромное количество разных инноваций и всего, не смогли сделать язычок на сраной банке. Вот простите меня, пожалуйста, ее невозможно открыть. Я сейчас не преувеличиваю, я не утрирую, просто руками ты ее не откроешь. Но можно, конечно, ее пробить, но она крепкая еще, собака. Или же нужно брать шило и это вырезать. Но честно, это неудобно. Этого, вот чего-чего, а этого я не ожидал от немецкой компании. Не знаю даже, что сказать. Это провал, ребят. И вот со своими преимуществами и недостатками компания Hoka-In стала локомотивом кальянной индустрии Германии и, в принципе, всей Европы. Вот от кого, а от немцев я не ожидал увидеть палитру с такой натуральной ароматикой. Наверное, где-то там на подкорке у меня еще сидит эти грустные воспоминания о Милано, об этой химозности, о том, что это супер популярный европейский продукт и у них просто огромные продажи. Не знаю, честно, что с ними сейчас, как они продаются, да и не важно. Когда есть действительно достойные представители немецкого рынка. Я не говорю сейчас, что у них все вкусы великолепные. Нет, есть отвратительные, есть вкусы с большими вопросами, но у меня составлен свой топ. Вот он сейчас здесь появится. И если вдруг вы будете находиться в Германии, либо в другой стране Европейского Союза, то я думаю, вы сможете приобрести и попробовать их. И на этом я хочу и закончить данный ролик. Но прежде чем ты выключишь, я попрошу тебя дать мне обратную связь в комментариях, если ты вдруг пробовал продукт Hoka-In, либо же любой другой немецкий табак, или без табачку, если такая там есть. Напиши мне просто в комментариях свои впечатления и как ты думаешь, чем это отличается от наших украинских продуктов. Я буду очень благодарен за эту обратную связь, так как сейчас пристально слежу за рынком Германии для того, чтобы рассказывать вам об их продуктах. Ну и будем прощаться. С вами, как всегда, был я, Женя, кальянный канал Sweet Smoke. Не забудь поставить свой царский лайк и подписаться на канал, если ты вдруг этого еще не сделал. Также можешь ударить в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски, которые выходят у нас каждую неделю. Ну а пока я снимаю для вас новый материал, ты можешь посмотреть самый свежий выпуск, который вышел на нашем канале, а также тот, который подбрасывает тебе сам YouTube. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя, берегите своих близких и до скорых встреч.